Ребятки, hello, как говорится, приветствую вас в морозном подмосковном Зеленограде. Вы знаете, как оказалось, чтобы показать вам что-то интересное, не обязательно ехать во Францию, Германию или в американский штат Флорида. Интересная штуковина нашлась всего в 30 минутах езды на Игорьке от центра Москвы. Это шестиколесный автомобиль Citroën. Прямо здесь, в России, в подмосковном Зеленограде, абсолютно на ходу. Сегодня мы на нем, я надеюсь, даже прокатимся, потому что французская электрика – это штука непредсказуемая, но, надеюсь, все-таки заведем и прокатимся. Что к чему, обзор, поехали! Итак, ребяшки, перед нами прекрасный автомобиль, который называется Citroën CX Six-Wheeler. Многим он также известен под названием Load Runner. Несколько самых интересных исторических фактов. Вообще, шестиколесные Citroën – это явление очень известное среди любителей ретро и французских автомобилей. История этих машин началась в начале 70-х, когда одному из автодилеров потребовался быстрый автовоз, чтобы отправить свои машины в Испанию. За дело взялся француз Пьер Тисье. Он взял за основу Citroën DS и умело соединил его с грузовой платформой. И под словом «умело» мы имеем в виду не то, что он там ловко орудовал сваркой в гараже, хотя и это тоже. Главное, что он сохранил и приумножил многие важные качества этого автомобиля. Автомобиль после переделки стал грузовым, он заметно увеличился в длине, поэтому Тисье добавил еще одну заднюю ось. Но главное, что удалось сохранить оригинальную гидропневматическую подвеску Citroën. Благодаря этому машину можно было загружать как угодно. Изменяемый клиренс от 4 до 25 сантиметров, грузоподъемность до 1,5 тонн, а управляемость осталась как у легкового Citroën. Затем был сделан микроавтобус на основе седана Citroën CX. Кстати, тоже довольно удачный проект, и после этого пошли заказы. В 1973 году была создана компания Application du Procédé Tissier, которая строила 6- и даже 8-колесные Citroën вплоть до 2008 года. Было выпущено множество вариаций: кареты скорой помощи, универсалы для доставки газет, кемперы для путешествий с ночевкой и даже один вертолетовоз. Выглядел он вот так вот. 1981 год. Автомобили Tissier использовались для перевозки участников и прессы во время турнира Ролан Гаррос. 1982 и 1983 годы. Такие машины ежедневно использовались во время велогонки Тур де Франс. Что касается нашего прекрасного зеленого экземпляра, многие называют его крокодил. Ну, довольно похож. Длина 5,7 метров, вес почти 2 тонны, двигатель 2,5 турбо и, самое главное, гидропневматическая подвеска на месте и работает. Впервые этот автомобиль выехал на дороге Зеленограда в 2015 году. Хотя знаете что? Вот там вот стоит Артем, мы сейчас его позовем, хозяин этой машины, и он нам все расскажет, что к чему и зачем он это приобрел. Ребятки, знакомьтесь, Артем. Артем, приветствую. Привет. Хозяин этой машины. Расскажи, зачем тебе это? Ну, ездить, путешествовать. Мне всегда хотелось на старом Citroёне куда-нибудь далеко поехать. Это же машина, на самом деле, для плохих дорог, потому что у нее же гидропневматическая подвеска, изменяемый клиренс, высоко поднимается, можно съехать куда-нибудь с дороги. Все неровности обычные на дороге, они как-то пропадают. Ты не в курсе, что плохие дороги в России. Он очень плавно едет, очень комфортный, и поэтому можно ехать тысячи километров, ну, не уставая. Нет, ну вот есть УАЗик, есть Газель, да, внедорожные варианты, и Citroën в России. УАЗик и Газель, они прекрасны на бездорожье, допустим, если Газель полноприводная. А пока ты едешь туда, эти 1500-2000 километров, это боль и преодоление. На УАЗике там, ну, такой вот едешь, такой вот весь, не комфортно, ничего. На этой машине ты сидишь комфортно, тебя несет над дорогой, как на облачке, мягко, плавно. Никаких стрессов. Едешь быстро, ну, удовольствие сплошное. И можно так ехать тысячи километров. Вот я ездил в Португалию в 2019 году. На этой машине? На этой машине. Из России? Из России, своим Так. ходом. И, соответственно, мне отели были не нужны, я жил в нем. Это что такое? А это пентхаус раскладной, с видом на звезды. Покажешь? Второй этаж, конечно, покажу. Там могут спать или дети, или один взрослый. Подожди, это 2 кровати получается? Ну, 2 спальных места внизу, на первом этаже. Так. И еще одно наверху. Сколько длина? 1,80 м багажник. Ага. Здесь Клево. у нас крутая штука на окне. Плита газовая, посуда, всякая мелочь. А на второй этаж, собственно, вот здесь. И туда можно залезть. Потом Закрыть? вот так вот. А, и дырка закрывается? И все. Классно. Так, можно не скромно просто. Это надежный агрегат. Это Citroën, Creative Technology, так сказать. В том и дело, то, что есть стереотипы, что Citroën это непонятное что-то французское, лягушатники не умеют делать машины, оно ломучее и так далее. Но я съездил в Португалию и обратно.
11 тысяч километров. Он не ломался вообще? Но запчасти для вот этого автомобиля здесь. Нет, здесь. Ну, Они все там. И если что, то что? Ну, в Приходит- принципе, эти запчасти нужны довольно редко, потому что эти машины, они строились тогда еще по технологиям, чтобы максимально надежно, максимально долго, а не Ага. как сейчас Ага. современные автомобили. Поэтому, если машина хорошо подготовлена, то Ага. никаких проблем не будет. Здесь у нас мотор. Прекрасный, надежный. Прекрасный, надежный мотор. Прекрасный, надежный 2,5 литра Так. турбомотор, который на самом деле там миллионник. Ну, Что это? это французы, это вот такое у них эстетство инженерное. Вот так вот нажимаешь, оно так складывается, оно так раскладывается. Слушай, сиденье шик. Сиденье шик. Сиденье очень шик. Скажу так, что это самое удобное, что испытывал мой, извините, зад. Какого года машина? 86-го. Здесь что интересно? Ну, во-первых, руль. Здесь руль не связан механически с колесами. Это как? Вот, Так. смотри, видишь? Да. Не связан. А когда я заведу, пойдет давление, и уже через гидравлику будет передаваться усилие на колеса. Ну да. Поэтому, когда ты едешь, никакие вибрации, никакие удары на руль не приходят. То есть ты просто можешь ехать одним пальчиком рулить, не как вот на машинах обычно нужно ехать, вцепившись, потому что мало ли где какая кочка вырвет это самое руль из рук. Нет, здесь можно вот так вот спокойно едешь, и Фантастика. пальцем показываешь, куда тебе надо. Это надежное? Это, ну, оно работает уже 30 сколько лет. Но форма руля удобная вот такая? Крайне удобно. Вот ты видишь прибор, они никогда у тебя не загораживаются, вот обычно, да, здесь по центру аэрбэк. Тесла придумали штурвал в модели Plaid, чтобы не загораживать приборы. А вот оно решение было, да? Придумали, все уже придумано до нас, все давно придумано. Еще один прикол тоже. Если посмотреть внимательно, здесь нету подрулевых переключателей, Вот. никаких рычажков. Потому что французы, они же эстеты, они говорят, мы сделаем управление на кончиках пальцев. И поэтому, когда ты едешь, у тебя все, вот все эти органы управления здесь. Здесь вот, например, гудок. Вот Нормально. здесь свет, здесь дворники. Это все работает? Это все работает. Это управление зеркалами? Это управление зеркалами. 86-й год. 86 год. Электро с подогревом. Причем зеркала необычные тоже. Зеркала с подогревом? Зеркала с подогревом. Артем, самый технически интересный вопрос. Подвеска. Здесь есть кнопочка, у нее 4 положения. Вот так мы нажимаем и регулируем. Да, и вот сейчас можно поднять ее в максимальную высоту. Вот сейчас пошло. Вот Ну-ка, сейчас ну-ка, пошло. смотри, смотри. О, ничего себе высота. Самая максимальная высота, она не для езды постоянно. Это перекатить через какое-нибудь бревно, с бордюра слезть или Ага. для чего-то такого, потому что ход подвески уже полностью выбран, и получается никакой амортизации нету. В принципе, если правильно следить, регулярно менять гидравлическое масло, то никаких проблем оно не доставляет. В России кто-то это делает, обслуживает вот такие машины? Или ты сам все делаешь? Я сам в гараже. Потому что если приехать к официальным дилерам, они скажут, Э, это что, Citroën? В целом ничего сложного. На самом деле система максимально простая, как ни странно, и надежная. Прокатишь? Конечно. Опускаем и едем, да? Сейчас, кстати, вот можно опустить. Смотрим. Сейчас он опустится в стандартное положение. Пошло. А на ходу это можно Да, делать? да. А сколько Ноль. максимальная скорость? Максимальная скорость. Ну, для опускания. Здесь нету такой электроники. Ну, на 100 км в час можно так Можно. опускать? Ручка классная вот эта вот. Тест на сообразительность, когда человек сюда попадает, Да. он начинает шарить везде, вот это все поворачивать, догадаться, что оно там, конечно, не каждый может. Но вот когда все понимают, как это открывается, тогда говорят, ого. Покажи, как это все устроено. Мне прям интересно, как ты сейчас поедешь. Вот, например, руль, кстати, да, вот пробую парковку. Вот так вот. Он Классно. поворачиваешь, а он сам возвращается. Ну, колеса поворачиваются сейчас? Поворачиваются колеса, Да. да. Вот и сейчас поворачиваются. Салон просто шик. Вот эти сиденья. А сзади всегда два сиденья или есть вариант с диваном? Есть вариант с диваном, да, раскладные. Были варианты даже с 3 рядами сидений, фамильяре, Да. так называлась эта версия. Фамильяре. Фамильяре, да, семейная. Коробка только механика или есть автомат? Автоматы были даже полуавтоматы. Но я предпочитаю механику. То есть ты старая школа. Я старая школа, да. Что перед нами? Блок указателей: температура масла, температура антифриза, часы, температура заборного воздуха сейчас не работает. Так. А еще в некоторых версиях был борт-компьютер, который показывал там средний расход, ну как обычно три Так. компьютера. Здесь у нас блок климат-контроля. Климат-контроль. Климат-контроля, который полностью на электрических. Здесь все заслонки, они все на электричестве. Что значит вот это кондей, а это что? А это очень кондей, чтобы очень было Очень холодно. кондей? Да. Это как вот себя чувствует все?
Ну, все-таки время, оно Всё-таки да. накладывает свой отпечаток, что Да. уж поделать. Но, кстати, если заметишь, что для 35-летней машины, в общем, не так и много здесь сверчков. Ну ты на этой машине ездишь по Зеленограду? Ну, иногда, это не на каждый день машина. У меня на каждый день такой маленький пыжик 107. Где ты ее хранишь, эту В машину? гараже. Она влезает в стандартный обычный гараж. Стандартный грузовой гараж. Да нет, 6-метровый гараж залезает. А история создания этой тачки в 70-е годы не было, что ли, грузовых машин нормальных? Именно. Были грузовики, но Так. они были медленные. А вот если тираж газеты, вот он вечером заготовился, а надо к утру, чтобы он был там за 1000 километров. И на чем его туда доставить? Многие наши подписчики сейчас не понимают, какой тираж, какой газеты. Что? Такая на бумаге А, раньше на отпечатали бумаге газеты, чернилами. Точно. Удлинили машину, добавили еще одну ось, а гидравлика под грузом не просаживается, она держит постоянный дорожный Так. просвет, сколько ни нагрузи. Да. И если стандартный универсал 750 килограммов берет на борт, то с двумя осями уже 1,5 тонны. Вот эту тачку везет 1,5 тонны? 1,5 тонны может быть. И То есть ты можешь свой пыжик 107 сюда загрузить? Да. При этом берем 1,5 тонны, и она может ехать 200 километров в час по автобану. Эта машина может ехать 200? Да, я максималку не замерял, но 200 идет легко. Вот смотри, мотор. Ого-го-го! Ну не скажешь. Нифига себе у тебя тормоза. Все 6 дисковых тормозов. 6 дисковых? Да, полностью независимая подвеска. Блин, ну грузовичок так не разгоняется обычно. И это еще и дом на колесах, грубо это говоря. практически- Четырехместный. Двухэтажная турбоспальня. Этажная турбоспальня. Что интересно, многие думают, что это катафалк. Ну, похож. А катафалков таких не было. Ни одного. Ни одного. в Расскажи Португалии. коротко о себе. Чем занимаешься? Я занимаюсь рекламной ретушью. О, ага. Для всяких серьезных брендов делаю рекламные изображения. Работа творческая, ну я фрилансер вообще. Ты местный Да, в Зеленограде живу и родился здесь. и родился здесь. Особое удовольствие наблюдать за рулем все-таки. Как ты Да, просто может сидеть и смотреть. да, а руль действительно, это вот смотри, вот я пальцем держу, Да. вот он, да, вот я Ага. показываю, куда ехать, вот он. Причем он довольно острый, но при этом машина не шарахается, она плавно поворачивает туда, куда я ей показываю пальцем. Какой расход? Расход как ехать. Если ехать где-то спокойно в районе сотни километров в час, расход будет где-то 8-9 литров. Спокойно, в районе 95-го. сотни. На Да. шестиколесном автомобиле. А можно ехать 150. Так. Тогда расход будет где-то около 11-12. Слушай, я обратил внимание на лежачий раз. Как будто задних колес нет. Да? Где-то они там далеко. Так Да. И классное ощущение. по комфорту, Да. по плавности хода сейчас ничего нету близко похожего. Даже в лакшери-сегменте, недавно я прокатился на Майбахе 222, Так. я расстроился. Потому что за те десятки миллионов, сколько он стоит, Да. я бы не хотел, чтобы вот машина так ехала. Я Ты бы хотел, прокатился чтобы- на Майбахе, ты расстроился? Ну, потому что он вот по лежачим полицейским переезжаешь, и ты вот такой вот, ты их чувствуешь. И то ли дело. Это ли дело здесь, да, ты Six-wheeler. практически перекатываешься и не чувствуешь. А в дальней дороге это вообще замечательное свойство, потому что нету никаких кочек, нету никаких ям. Ты летишь над дорогой, не устаешь. То есть максимальный пробег без какого-то отдыха на этой машине у меня был 2500 километров. Я возвращался из Голландии в Лазаревское, на Черное море решил заскочить. И ехал, а мне едется и едется. Я ехал весь день, всю ночь, Шикарно. потом еще весь день. На другой машине я бы так не сделал. Купить предлагали машину? Да, когда я был в Германии, один немецкий дядечка, он прям вцепился клещом и говорит: продай. Я говорю: какой продай? Такая корова нужна самому. И он говорит: не интересует, я подожду 2-3 года, сколько скажешь, продай. Я говорю: дорого, продай. Ну, пришлось отказать. По поводу дорого, как думаешь, вот сколько вот объективная цена этой машины? Ну, не если бы ты продавал, а если бы она продавалась. А сложно сказать, по ним нету рынка. То есть есть два дурака, один покупатель, другой продавец. Так. И как вот они договорятся, так и будет. Недавно похожая машина продавалась в Европе за 50 000 евро. В хорошем состоянии. Да.
на ходу. Да. Есть ли у тебя какие-то планы по этой машине, что-то где-то сделать, придумать, доделать? Есть мысль поставить обогреватель автономный. У меня есть идея съездить на Северный Ледовитый океан На этой машине? на этой машине. Ты настолько в ней уверен? Да. Он надежный. Он всегда довезет туда, куда надо. Он знает, где можно сломаться. Но это попозже. Мне сначала нужно доделать еще один Citroën, на котором летал Фантомас. Волею судеб в Зеленограде нашелся Citroën DS 60-го года. 17 лет меня ждал в гараже этот прекрасный автомобиль. И я его уже 15 лет реставрирую. Когда я уже эту машину сделаю, тогда можно будет приступать к новым приключениям. Запах классный. Да, С тех времен. с тех времен. Да, вот. Я говорю, есть какой-то свой антураж дух в этих старых автомобилях, что-то такое приятное, теплое, ламповое. Вот, поэтому оно и привыкает. Новые машины это именно для того, чтобы переместить себя из точки А в точку Б. А здесь это уже процесс. Это знаешь, как купить очищенные семечки или грызть самому. Это лучшее сравнение. Вот это ты классно сказал. Ну, вот так вот, да. Ну вот на парковочку ты не помещаешься. На парковочку, ну, чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Ну, чуть-чуть, да. Она тебя во дворе не ругается, вот опять поставил. Торчит. Я стараюсь во дворе пореже ставить, обычно я все-таки в гараже их оставляю. Огромное тебе спасибо, что нашел время. Взаимно? Роскошный экземпляр. Мы желаем тебе удачи и с новым проектом тоже. Покажешь потом? Да, непременно. Круто. Спасибо большое. Спасибо. Ребятки, вот такая вот необычная и удивительная история. Шестиколесный автомобиль Citroën, который прямо сейчас ездит по Зеленограду. И вроде как единственная машина в России. 50 тысяч евро. И не продается. С удовольствием почитаем ваши комментарии. Напишите, что вы об этом думаете. Огромное спасибо Артему. Увидимся. Пока.